Да светофор все равно не Пошли работает. наискосок. Вот машины идут, уходите от них. Валентина Ивановна переобулась уже. Конечно. А что делать-то? Ямы-то какие накопали по этим ямам. Вот, пожалуйста, там я бегала, прыгала, ты же видел, скакала. Ну да. И все. А тут ямы. А что там светофоры закрыли все? А где ремонт идет все? Ремонт идет. Она интервью давала сегодня валютному журналу. Какому? Валютному. Ну-ка, Валентина Ивановна, с этого места поподробнее. Да, я же тебе уже сказала, что Ну, сегодня... это мне сказали, да, а... Да, что приехал это самый корреспондент-оператор, который снял меня, во-первых, на танцах, потом взял интервью, потом посмотрел мои рабочие фотографии, потом посмотрел мои молодые фотографии. И будет написана книга о долгожителе Москвы. И все. Вы там в главных ролях. Да, да. Что спрашивал? Спрашивал все, и были даже такие, куда они пошли, боже ты мой. Через лес. Вот дорога. И они А через он- лес пошли гулять. Там можно пройти. Не мешайте романтике. Вон, Петр Иванович с Еленой пошли В лес куда-то. через лес. Но он хотел пройти через лес. Был такой вопрос, который, в общем-то, я подумала над ним. Он спросил меня, как я отношусь к предыдущим мэрам города Москвы и современному. Я сказала ему в отношении Лужкова, Ага. что Лужков был неплохой мэр, хороший хозяйственник, много сделал, но так как он был человек непоследовательный, иногда его захлестывали эмоции, не получалось все, что надо. Вот. А о Собянине я сказала, Собянин молодец, много делает для Москвы, но у них совсем хорошо подобрана команда. Она его представляет. И привела два примера. На примере 15-й больницы, которая сделана имени Филатова, как флагманская больница, как куда я попала. У них же 3 полосы, красная, желтая и зеленая, разделяется по степени Да, опасности. чтобы сразу вести, да? чтобы- Меня везут по степени опасности инсульт левого глаза. Инсульт. Это уже говорит за себя. А в итоге меня привезли в 2 часа, в палату я попала в 6, первый укол в 7 и первый укол в глаз в 9. Поезд ушел. Все, я потеряла зрение. Все. Ну и все-таки, кто лучше, Собянин или Лужков? Нет, в данный момент Собянин лучше, безусловно. Что значит в данной? А Ну, в какой лучше? Ну, Вот сейчас, по-вашему, Сейчас, да. вы можете да. сравнить. Вот Собянин Да, уже да, щас 15 много. лет у власти, Да, Лужков да, 18 да, был, по-моему. Да, он много делает. Ну вот я говорю, было бы еще лучше, но его подводит команда. Рассказывают, да, действительно, столько поликлиник починили, восстановили, оборудование новое. А что? А к специалисту не попадешь настоящему, например, на КТ, на МРТ, 1,5 месяца надо ждать. Это что? По Это записи, да? по записи, да. А потом, что это за манеру взяли? Надо обязательно попасть к терапевту. А терапевт дает направление к специалисту. А специалист уже выписывает тебе. Тебя заносят на терминал, и ты вот должен отмечаться, попадешь, не попадешь. Точно так же у меня было. Мне нужно было сделать МРТ головного мозга. Не идет, я пошла частным порядком, за 5000 сделала. Все, есть разговор. С нами сегодня Александр. Ой, ругается. От скромности не умрет, да, Валентина Ой, Ивановна? нет, Никогда. не кошмар, Санька. Веди себя прилично. Александр, достойно, да. как вам танцы, понравились ли? Замечательно, супер. Я люблю ходить на танцы. Как? И все говорят, что это сокольники, танцы для бабушек и дедушек. Нет, и молодые ходят, много кто ходит. Вот так. А как тебе твоя партнерша? Шикарная женщина, валютная прям. Валюта. Интересное кино. Ты во что хочешь меня превратить? В какой валюте оцениваем? В евро. В евро? Евро? В 1 000 000 евро. И больше никуда. Ой, нет, это правда. Нет, все Саш- приходите к нам на танцы. да. Мы всегда будем вас рады видеть. Да, Я, конечно, да. сейчас не часто бываю, но моя партнерша бывает изменщица часто. Я не изменяю. тебе Мужчина, она никогда. вас ждет всегда. Слушай, Сашенька, я тебе никогда не изменяю.
Я всегда тебе помню, даже Я когда тоже. я отрываюсь. Да, я Ну, тоже. как, вот молодец. Даже когда я отрываюсь, думаю об О Александре. нем, о нем, о Санечке. Как он Когда я там отрываюсь бедный, под как он коньячок. бедный нет работает, как мне жалко. Почему что тебя бедно нету. работает? Ну, ты жалко, что тебя нет. Но если я не буду работать, значит, что Нет, будет дальше? работать тебе обязательно Жить на надо. что-то надо. А я тебе всегда говорю, работа на первом Да, месте. да. Все. Вот когда люди не приходят, потом ты идешь на танцы, сразу бегаешь прям быстро. Правильно. Пока И не говоришь партнер, что ты придешь, чтобы посмотреть, с кем она там шуры-муры крутит. Ага, ты сегодня пришел, прям как снег на голову. Да, Всё. А у меня сегодня сплошные мероприятия. да. Тут прям вообще. Сюрприз вам сделала Валентина Ивановна, да? Да, стоит. Сюрприз вам Да, сделала. я прям набросилась на него как тигр. Соскучилась. Вот поэтому вот так вот у нас весело. Ну, весело живем. Да. Вот, ну что, это еще? Надо радоваться жизни. Да, мы радуемся. А что, увезли ее или нет? Не, вон сказать. О. Ехали в далекие края. Едем в далекие края. Да. Валентина Ивановна, опять зайцем едете? Я зайцем еду. А мне не хочется гулять. А все равно никого нет. Не поэтому. На улице 26 градусов, в салоне 19. Вот так я и заболел. Ну, ты заболел, когда 16 градусов. Ну да, в этом. Сегодня хоть побольше, на 3 Кондиционеры, градуса. конечно. Они дуют. Я же постоянно. Да. Я постоянно вообще. Тоже слышно. Я от них вообще прячусь от кондиционера. И нормально, слышишь? В ночную смену мы не работаем. А что, могли бы остаться, Валентина Ивановна? На 7-часовые. Ну что, и ты собираешься пойти? Да? Сейчас попьем чай, кофе и Или пойдем. на семейные ячейки Да, и обратно пойдем. На семейные ячейки решим, да? Да. Куда идти? Семейная. Да. Ну, мне надо еще чемодан сегодня собрать в Минск. А ты много вещей берешь? А ну мне надо наряды взять, у меня что же там гастроли? Ой, О, гастролер. гастроли. И с Надо кем? костюмы. И с кем ты там ребятами, с друзьями. гастролируешь? С друзьями. А все время там девчонка одна крутится у тебя. Где? Там, в Минске. Я ее за столом видела с тобой. Когда ты прислал фотографию. А, Ленка. Ну, а ты что думаешь, я не увижу? Ну, а я и не Ошибаешься. скрываю. Ленка. Ага. Все знает про тебя Валентина Ну, Ивановна. а чё Сань. делать? Она следит за мной. А как же иначе? Все. Блюду его моральный облик. А то отобьется от рук, да, Это не Валентина Ивановна? моральный облик. Это облик просто тусы. Это же был день рождения. Мне было всего лишь 25 лет. Да, ага. Еще добавь 20. 5, да? Нет, только 20. Пока еще 5 не надо. Отнять или прибавить? Прибавить. Да такого не бывает. Бывает только Правда? отнять. А, нет. Мы констатируем факт. Да. Сколько? 25 ягодка опять. Хорошо. Тебе нравится? Ладно. Конечно. Замечательно. Не всегда будет 25, даже в душе будет 25. Правильно, как мне О. 19. Да? Так, что берем? Не знаю. Что берем? О. А вон есть какао. Ты будешь какао? Да, я даю какао. Валентина Ивановна, вы что будете? Ну, что-то выпить, да и все. А закусить? А ты что, есть будешь? Не, я не хочу. Может, вы хотите? А? Может, вы хотите? А ты будешь есть или нет? Вопросом на вопрос не А отвечаю. я и к тому, если есть, то я сейчас посмотрю. Вопрос на вопрос нет. Я вот всегда говорю, вот, если когда есть хотят, вот этот пирог бабушкин Бабушкин с с яблоками, яблоками. он очень вкусный и хороший. Ну, давайте один на один троих всех, возьмем. Да, Да. да, один на всех. Почему я и сказала. Так, Бабушкин Сань, ты очень какао, хорошо. да? Да, я какао. А вы что, Валентина Ивановна? Я только эту самую водичку. Ты не будешь? Вы не Я будете? какао, кофе не Вот буду. этот пирожок нам сделайте, вот этот. А? С яблоками, Да. да. Мгм. И 2 какао. Вот этот можешь смочь? Да, все. Или воду, или можешь свою? Нет, а святой Если- источник сколько стоит? Да какая разница, сколько он стоит? Святой источник. 60 рублей. А? 60? Да, значит, святой источник. Не будете вот это? Нет, не буду. Святой Ну и источник. один святой источник. Холодненький или теплый. Так, все. Занимайте лучшие Газом, места. без. Садимся. Валентина Ивановна, с газом или без вам? С газом. С газом. Все, иди, Сань, садись, я прислоню. Какао готов. О, спасибо.
Вот ты говоришь 0,2, это вот 0,2, слышишь? 2,02, вот получается. Ну, взяли мы вот пирог, Валентина Ивановна нам посоветовала, сейчас будем пробовать. И как, Валентина Ивановна? Очень вкусный. Сейчас Саня заценит. Как шарлотка. Сними шапку, отдохни, головка. Шоколадку не будет никто? Нет. Пирог вкусный, все. Все, пока упакуешь. А как называется место? Пекарня. Пекарня. Метро Сокольники. Сокольники, прям рядышком. Рядом с сидим. метро. Рядом, где храм. Всем советую. Очень вкусные Большая пироги. Кольцевая, да. Большая кольцевая выход. Ну, Натуральные яблоки. Плохого мы не скажем. так что еще, Валентина Ивановна, вас там долголетие пытала? А молодежи? И что вы по этому поводу скажете? Мое мнение совпало с мнением других, у которых вы спрашивали. Ну, поделитесь. Молодежь моей молодости и современная молодежь – это небо и земля. В какую сторону, в лучшую или в худшую? Худшую. Вот это нынешняя молодежь. Нынешняя. Она, во-первых, почти ничего не читает, раз. Она не ценит дружбу. Она не ценит самое такое, как бы, человеческое отношение, ничего не ценит. Они сейчас стали как бы виртуальными людьми. Или телефон, или интернет, или телевизор, все что угодно. Не, ну это не значит, что они плохие. А? Это не значит, нет, это не значит. Просто они себя обездолили. Они не получают того, что должен человек получать в молодости. Понимаешь, красоту не чувствует. Ну как можно читать книжку в телефоне и книжку печатную? Это совершенно разные чувства вызывают эти книги. Совершенно разные. Дальше. Вот мы стали говорить о том, что молодежь, она стала даже более жесткая. Молодежь стала более такая, ну, недобрая. Агрессивная. Агрессивная, да. Я привела ему пример метро. Я говорю, я никогда в метро, когда много народу, не встаю между лавками. Людьми. Да, никогда. Я сразу иду к двери и встаю у двери. И однажды я стою у двери, а там, где 3 места обычно бывает, сидят и крайняя девчонка. И на одной из остановок ходит бабушка с палочкой, моложе меня. Я тихонечко наклоняюсь к девушке этой и говорю, девушка, бабушка вошла с палочкой, уступи место. Она мне нагло заявляет, еще чего. Я от Щелковской села, это мое место. Но тут я уже, конечно... Вспылила. Нет, я сказала, ах ты дрянь такая, я тебя сейчас вышвырну за шкирку, и место ты уступишь. И действительно меня вагон поддержал, ее заставили уступить место этой бабушки. Не, ну, это единичные такие случаи. Ну, большинство трамваев, на самом деле большинство трамваев это и творится. Нет. И в метро то же самое, да. Нет. Есть люди, Если бы когда... это были единичные, было бы не страшно. А страшно то, что это уже Это как часто система, творится, это да. стала система. Ну, я могу еще немножко заступиться за молодежь, в первую очередь. Давай. Потому что бывает, бабушки неправы. Они берут и идут с палочками до трамвая, как бы останавливают трамвай. А потом на танцы в Сокольники бегут. Слышь, бегут, эту палочку под мышку и бегут, чтобы успеть. Это не раз было, я это видел, когда жил на Преображенке. Что вы скажете по этому поводу, Валентина Ивановна? Ну это правда, такое тоже бывает. Врет Саня, наверное, да? Бывает, нет, бывает такое. Я на Преображенке прожил, считай, 2 года. У меня трамвай, я ходил пешком, но и когда-то мне нужно было ехать на трамвай, потому что мне не было сил ходить. И вот это все наблюдая, я это все видел своими глазами. Не, бывало молодежь не права, да, когда заходит бабушка, реально, слышь, не уступает место. А бывает и бабушки не правы. Здесь 50 на 50. Да. Валентина Ивановна что-то замолчала.
Нечего сказать. Думает, что сказать. Я хочу пирог доесть, уже у меня кончается, я сейчас скажу. Да? Вот я сейчас скажу, так скажу, да, Валентина Ивановна? Не, ну я имею уважение к людям, поэтому... Уступаешь места? А? Места уступаешь бабушкам и дедушкам? А я еду в такое время, что Их нету. места свободны. А утром по моей ветке очень мало ездят бабушки, дедушки, большинство молодежь вся. У нас весь район забит больше. Утром никто, я вот, слава богу, мне бывает. Раньше, когда я жил на Братиславской, в самый час пик и бабушки, и дедушки, и люди все. Вы же представьте, толпа народа в метро. И вот я бывал задавал вопросом, ну куда вы едете в такой час пик? Да. Люди бегут на работу. Вот после 11 часов вообще свободно, пожалуйста. Но в самый час пик, в 6 утра бывало в 6:30 утра, бывало в 7 утра, когда вот самый такой, люди на работу бегут. А я тебе скажу. Вот я когда имела дело с институтом глазных болезней имени Краснова на Фрунзенской, и мне нужно было у врача быть в 8 утра, я из дома выходила 6:30, и в метро я действительно шла. И эта толпа, особенно у меня на Первомайской, который приезжал из Ощелковской, да, правильно, и они смотрели на меня, это самое, тоже, вот как ты сейчас говорю, куда ее черти несут, понимаешь, в чем дело? Такую рань. Да, в такую рань. А мне надо было быть в 8 утра, уже дорога занимала у меня 1,5 часа. И так это продолжалось с ноября месяца, вот считай, по 7 июля. Вот так вот и все. Поэтому я хочу тебе сказать. Но вы же не так часто же, правильно? Вы же... Раз в неделю. Ну, Раз в неделю. Хотя, с другой стороны, Валентина Ивановна, я вот часто замечал много утром, ранним утром, с тележками на колесиках, на рынке ломятся, где на рубль подешевле, они вот Да. могут с одного конца Москвы к другой поехать, главное, чтобы там на рубль, на два. Такое тоже бывает. Вы Ну и понимаете, потусоваться, все- конечно. Это я говорю, вот, так что... нет, есть люди, которые реально надо, вот они едут, да, а есть люди просто, которые, вот, знаешь, вот на Братиславской я, например, я же ездил там в определенное время, всегда мне к 9 на работу, я всегда рано, и народа тоже, пока в 6 утра народа, там, в 7, еще не так вот. И всегда наблюдал на Братиславской, там была одна бабушка, и вот она каждое утро, кроме субботы и воскресенья, она ездила в метро в час пик. Значит, она Ну, ездила потусоваться. нянчить внуков. Нянчить внуков, которые уходят на работу, она едет, чтобы сменить А что, может быть, да. Нянчить внуков. Такое тоже было. Я разговаривала с такими, которые вот... У меня в доме даже есть женщина, которая ездит, отец с матерью на работу уходит, она с дочкой сидит там в ее квартире, все, с внучкой. Так что все едут, конечно. Есть такие, которые палку под мышку делают и куда-то едут с Да. этими самыми. Ой, это- Все это есть. Нет, у нас в доме живет. Она все время ходит с палкой. А тут она летит, понимаешь, палка под мышкой, и все. И летит впереди Я тебе меня, говорю, я я- ее не догоню. Я говорю, я это не раз видел, когда я жил на Преображенке. Не раз. В трамвае. А что еще спрашивал корреспондент Валентина Ивановна? Да, он много спрашивал. О жизни спрашивал, о семье спрашивал. Ну, все это спрашивал. Я ему сказала вкратце. Много вопросов таких задавал, все. Но главное, вот, да, о долголетии. Как вы относитесь к тем центрам, которые созданы для долголетия? И Я сказала, отношусь прохладно. По той простой причине, что очень хорошее помещение сделали, очень многое там предусмотрели. Но на ресепшн посадили молодежь, мальчиков и девочек. И мальчики, и девочки, они не всегда могут войти в полный контакт с представителями старшего поколения. Вот я могу говорить о себе. Абсолютно. Я не буду говорить за других. Говорю за себя. Я говорю, у нас вместо ЗАГСа сделали центр долголетия. И я узнаю, что организуется автобусная экскурсия. Я спокойно прихожу и говорю, так как я живу рядом, я хотела бы поехать на эту автобусную экскурсию. А мне отвечают, нет, вы не поедете. Я говорю, почему? Потому что экскурсия – это бонус
за хорошую работу в центре долголетия. Это надо ходить в какие-то кружки, надо что-то там проявить активность, и только тогда ты имеешь право поехать на экскурсию. А, то есть какой-то активисткой надо быть, да? Да, там? нужно вот именно таким образом. И все, я говорю, да, хотя вот я говорю, у меня из дома одна женщина ходит регулярно на курсы кулинарии, и очень много нового узнаю. Ну, таких берут в космонавты, да? Да, да, да. Другая, значит, это самое, кройки шитья, значит, да. А одна ходит в хор, поет. То есть каждый нашел Церковный? себе дело по душе. А Ну, я они, вот- бывает, выступают еще, ездят на долголетие, бывает на И каких-то тогда вот, концертах. вот этих вот возят на автобусах на экскурсии, да? Что? Вот таких вот возят на автобусах Да, на экскурсии. да. А меня не взяли. Но, Ну. но зато сейчас я 29-го я еду от общества инвалидов в бухту радости. 29 июля, Да, вот. где это Во бухта вторник. радости? Вторник 29 Ну да, да. В бухту радости. Значит, это от инвалидов, общество А инвалидов. это где бухта радости? А? Где бухта радости? А я не знаю, это где-то далеко, под Москвой, на автобусе. Надо, мне рассказали, что с собой взять, как, чего. Так что я еду. С ночевкой или как? Нет, только купаться, загорать, гулять и так далее. А если погода плохая будет? Ну, я уж не Значит, знаю. будут купаться в плохую погоду. Значит, А, правильно. а 31-го еду повторно на экскурсию к альпакам. Я у них была зимой, К я альпакам? фотографии я Да, 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 показывала. Да, Это где? Подмосковье Да, куда-то? это Подмосковье. далеко, это далеко. А теперь я поеду летом. И я решила второй раз съездить. Тоже от долголетия едете, да? или Нет, как? это вот это еду от долголетия. Это мне как бонус теперь. Сегодня, дают. да, интервью Да, взяли да, у вас. да. Раньше не могли взять. Сейчас А у вас уже одно видео почти 7,5 миллионов. Нет, а там сколько крутят меня, когда меня снимали у Мавахова, когда меня снимали ТНТ и еще снимали. Там же вот эти экраны, там же крутили, там же накрутили. Я говорю, я сказала девочкам, каждому свое. У меня У нас танцы. с вами первое интервью наше с вами 500 000. А, первые. Да, 500 000 просмотров. А остальные... А где это там в центре крутят? Да, в центре долголетия, там экраны, и я там себя видела. Все, больше я не буду платить. Тогда возьмите по дороге выпейте. Выпьем, неужели оставим? Конечно, нет. Ты что? Деньги. Аж 2 Так что теперь вы заслуженный человек в долголетии будете, да? А когда, кстати, выйдет интервью с вами? Они не знают, это самое, как и что, очень много народу, там как, количество определили. Вот у него сегодня был дедушка, и я И, сегодня у а него. у других другое что-то он сказал. А, то есть в одну передачу все за вас. В одну книгу. А, книгу. книгу. Это пишешь. книга. Это А. книга долгожителей Москвы. Да, это А. книга. Книга. А я думал... А сколько... ну там, короче, будет несколько ваших фотографий и И краткая интервью, автобиография, и да? автобиография, да. Там ясно. с танцев, он сказал, будет потом. И танцы, да. Танцы там как-то для чего-то нужно. Да. Для чего-то это нужно. Малахов больше не звонил вам? Ну, станцевали. Не звонил вам Малахов? Малахов не звонил. Ну, я знаю, что видео в группе Малахова есть даже наши с Валентином. Чё, Не чё видишь? еще раз? Наши с Валентином Анной есть видео у Малахова. Как вы В танцуете, группе, да. Кто-то сделал и выложил. Где, когда? Я же вам присылал сейчас. Я что-то не помню. Я сейчас даже его не найду. Даже Дай не пом- сумку мне. Я даже не помню, кто мне присылал его. Но есть, мне даже кто-то сказал, говорит, увидели ваше видео? А, сейчас покажу. Там нарезки, я, еще кто-то там есть. Там нарезки прямо. В группе Андрея Малахова. В YouTube или ВКонтакте как. Вот, Саня. Вот, у Малахова, мое видео у Малахова выложили с Валентиной Ивановной. У Малахова? Ну, Малахова, и она мне прямо, она говорит, ты видел, что вы в группе у Малахова плане? Да, и вот она мне сказала. Они хотели меня на передачу Вот пригласить. шоу Андрея Малахова. Да. Хотели пригласить, и, значит, перед Новым годом, но должна быть зацепочка, какая-то от войны должна остаться игрушка, и на фоне этой игрушки обыграть.
А я сказала, у меня квартира сгорела, и поэтому игрушек старых не осталось. И когда я посмотрела эту передачу у Малахова, ну там был дедулька один, то же самое, значит, вместо меня взяли дедульку. У него сохранилось наконечник На ёлку. да. На С военных портрете. времен еще осталось? Старая, да. С очень военных редко. времен? Очень, очень редко. Но у меня сгорела квартира. Очень У меня редко все я было, нахожусь. да, уже могу сделать. Это что же на глаза-то вытаращила так у тебя? Ой, ты, ужасы. Это Валентина Ивановна говорит про мою Собака. собачку любимую, мои валентюшки. Почему глаза? Это он так Недолюбливает смотрит. Валентина Ивановна твою Да, но я прям собачку. специально положил так, чтобы Ой. это... Меня там нет, я бы его бы на место Это он. поставила Это бы. он. Ну, А чего вы на место ставите? Он и так хороший, культурный. ну, раз ты с ним без конца целуешься. Но у него же папа хороший. Он маленький размером, вы его и не заметили бы. Да, вот такой. Папин сыночек. Сколько в нем, килограмм есть? Не, вес? 2,200. А, 2,200? Конечно, Кошка. 2,200. Кошка. Он это... У меня кот 5. 2,200 Кот у пять? нас. Хорошо. 5 килограмм. Две Не, 2,200. собаки. Один кот. Не, у меня одна собака. Это вот такой он меня. маленький. Я его так... Ричуша. Да Папин ты спишь с ним. Да, он у конечно, а тебя с кем он спит должен с тобой. спать? Он со мной спит. Там С женой спать должен. С женой, а не с собакой. Он между нами спит. Ой, совсем хорошо, ну уж ты. Ну, Да. не только наши, чтобы вот другие люди Вот мы ходили. были в пекарне. Правда, сегодня пирог Пекарня немного мельница. суховатый, он уже поздно, а когда они только-только его вынимают, это такая сказка. А Нормальный вот пирог. метро, большая кольцевая линия. Да. А вон Прям. там проходит, раньше проходили танцы, но только теперь дальше туда. А вот рядом храм, который реставрируют уже 55 лет, как я называю это. Но они его весь закрыли на реставрацию. Ну весь, да. Ну, фасад. Фасад делают. А сколько лет он простоял, посад, они это... Да не, ну его недолго Нет, делают. они Саш. как раз и... Я раньше, Игорь, давай я немножко расскажу. Я раньше отсюда, вот туда ходил на фабрику обувную. Там фабрика? была обувная фабрика. Я не помню, как называется. Я проходил там практику. Ух И ты. мне когда сказали, он говорит, будешь здесь работать? Я говорю, никогда в жизни. Почему? Не, Сапожник дел мастер, ты, оказывается, Нет. у нас. первая профессия, да, это, Обувщик? да. Сапожник без сапог, Валентина Ивановна. Да. А чего всё. вы так категорично никогда? Никакой завод из меня, Плохой- Игорь. Мне Плохие условия. Мне было 18 лет. Я хотел тусить, гулять. Я отучился и все, и пошел. А Какой зачем ты? же тебя Родина учила? Да. Чтобы ты, как говорится, сочканул? Раз тебя обучили, надо было 3 года отработать. Но это уже было не то время, что надо Ага. было. Вот ты и сочканул. Ну, пример молодежи подаешь. Нет. А сейчас, наоборот, кто учится бесплатно, теперь они будут отрабатывать все. Да? А ты бесплатно учился? Я да. И не отрабатывал? Нет, я не должен отрабатывать был. У меня свои правила жизни. Ух ты, интересно. У тебя что-то не очень хорошие правила жизни. Ты Почему? знаешь, если Родина на тебя тратит деньги, ты должен эти денежки вернуть. Ну, на меня, да сейчас, ага. На меня Родина всю жизнь тратила деньги с детства. Поэтому я ничего не должен и вернуть. Все понятно. Понятно. Тебя простим, потому что у тебя... Потребитель, Нет, Валентина Ивановна. Нет, Игорек, мы его простим по той простой причине, что у него начало было очень грустное. Ну ничего страшного. Не, Зато, нормально выбрался, вон человек, вырос. зато сейчас весело. Да? Да. Надо радоваться жизни и жить. Что сегодня ты живешь, слава богу. Что будет завтра, ты не знаешь. Потому что бывает безумно тяжело везде и на душе, и как угодно. Людям, и люди должны понимать, что жизнь это вот миг, который, как говорят, что ты не купишь ни за какие деньги ее. Ни за какие, хоть у тебя миллионы есть, но ты ее не купишь. Ну, тоже так. Ну вот, дорогие друзья, вот Да? такие наши Умные танцоры. вещи, да. Умные, И мы красивые. вам советуем, приходите на танцплощадку в Сокольники, танцуйте, радуйтесь Радуйтесь жизни, да. радуйте себя. Валентина Ивановна, что скажете? То же самое за то, чтобы люди
делали себе маленькие радости, такие, которые помогут им преодолевать все тяжести и неприятности, которые у каждого человека бывают. Но надо всегда, даже в плохом, находить хорошее. Приходите на танцы, развейтесь, поднимите себе настроение, и то есть будьте счастливы. На этом Если вам будет не весело, возьмите немножко коньячка с кока-колы, выпейте, и вам будет весело на танцах. можно и без кока-колы. Можно, да, можно просто коньячок, лимончик и на танцы, сокольники. Но только не перебрать. 100 грамм не стоп-кран, дернешь, не остановишься. На этом все, дорогие друзья. Да, мы вас любим. Вот, и как делают и мои ждем сокольника. друзья, Сокольника. ставьте лайк. Не, вот так не надо, Царь. Вот Вот так. так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Да, и ждем вас на канале.